Уважаемые коллеги, друзья, добрый день. Приветствую всех вас в Кремле и в торжественной обстановке рад вручить всем вам высокие государственные награды. Традиция чествовать выдающихся граждан – это свидетельство общественного признания вашего таланта, трудовых, творческих свершений. Гордость и благодарность вызывают и ратные подвиги во имя свободы, независимости и будущего России. Совсем недавно мы отмечали все вместе 80-летие победы в Великой Отечественной войне. И весь этот юбилейный год посвящен защитникам Отечества, героическому поколению наших ветеранов, которые разгромили нацизм, преодолели тяжелейшие испытания, проявили невиданную силу духа. И, конечно, этот праздник посвящен их славным наследникам, доблестно исполняющим свой долг на самых сложных и ответственных рубежах. Всем, кто смело и решительно защищает родную землю, борются за жизни бойцов и мирных граждан. Среди них военнослужащая Министерства обороны Российской Федерации Людмила Вячеславовна Балилая и главный врач районной больницы в Херсонской области Владимир Иванович Харлан. Сегодня им будут вручены золотые звезды героев. Здесь, в Кремле, представители нашего звездного отряда космонавтов. Ваша работа – это передовые исследования, вдохновляющие воплощение прорывных проектов и, конечно, вызов, риск, серьезные испытания. Звание Героя России и почетное звание летчик-космонавт Российской Федерации присвоено Константину Сергеевичу Борисову, Александру Сергеевичу Гребенкину и Николаю Александровичу Чубу. Мы отдаем дань уважения мирному созиданию и активному участию в жизни России. Звезду Героя Труда получает государственный и общественный деятель, депутат Государственной Думы Николай Михайлович Харитонов, за плечами которого большая работа, направленная на развитие наших регионов, отечественного сельского хозяйства и других важных отраслей. Высокий символ трудовой доблести вручается и руководителю предприятия, которое обеспечивает выпуск крайне востребованных высокотехнологичных систем радиосвязи, Ринату Гайсеевичу Галееву. Приветствую здесь Виталия Георгиевича Смирнова, почетного президента Олимпийского комитета России. Он заслуженно стал героем труда благодаря огромному вкладу в развитие спорта высших достижений, в продвижение подлинных идеалов олимпизма. Крепкие семейные устои и традиционные ценности – это прочная опора нашей тысячелетней государственности, надежный нравственный ориентир для всех поколений общества, для молодежи. Сегодня с нами Мария Евгеньевна Илишенко и Ирина Валерьевна Илишенко. Они представляют разные поколения одной большой многодетной семьи. Свекровь и невестка посвятили себя воспитанию детей, и каждая по праву заслужила звание «мать-героиня». Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире, как среди друзей, так, как у нас иногда говорят, и среди так называемых геополитических оппонентов. И в основе такого признания его преданность России, готовность в любой обстановке твердо отстаивать ее интересы. Многолетняя, колоссальная по объему и сложности, напряженная работа на благо Отечества. Сергею Викторовичу достоин одной из высших наград – ордена святого апостола Андрея Первозванного. Уважаемые друзья, важнейшая задача сегодня – это сбережение нашего народа, его культуры и духовности, лучших образовательных и просветительских традиций. Пример такой деятельности показывает и Государственный исторический музей и его руководитель Алексей Константинович Левыкин. Среди участников нашей торжественной церемонии представители промышленности, здравоохранения, образования, известные артисты и музыканты.
Все вы – мастера своего дела, люди большой отваги и ярких дарований, и награды государства, общественное признание – важный знак того, что вы и такие люди, как вы, нужны России. Что вместе с миллионами таких же тружеников, созидателей, героев, как сплоченный единый народ, и как вот недавно прозвучало на встрече с волонтерами в Курске, как одна команда мы решим любые задачи, ответим на любые вызовы. Сердечно поздравляю вас. Желаю новых успехов и побед, здоровья и всего самого доброго. Благодарю вас. Указом президента Российской Федерации за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность, орденом святого апостола Андрея Первозванного награжден Лавров Сергей Викторович, министр иностранных дел Российской Федерации. Уважаемый Владимир Владимирович, для меня огромная честь получить эту награду и из ваших рук, и услышать те слова, которыми вы ее предварили. Не хочу звучать формально, но скажу от всего сердца. Воспринимаю это ваше решение как оценку работы всего нашего коллектива по реализации тех задач, которые вы ставите на внешнеполитическом направлении. И нисколько не сомневаюсь, что сегодняшнее вот событие с вручением этого ордена вдохновит всех моих товарищей на дальнейшую активную работу с учетом тех возросших требований, которые возникли на международной арене, где без привлечения идет борьба добра со злом. Спасибо еще раз. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя Российской Федерации присвоено ефрейтору Балилой Людмиле Вячеславовне. Владимир Владимирович, спасибо за столь высокую награду. Спасибо, что сегодня здесь, в таком прекрасном месте, в кругу таких достойнейших людей я оказалась. Россия была, есть и будет великой державой. Мы всегда славились своей любовью к родине, своей сплоченностью. Мы умели сплотиться в трудную минуту. И вот сейчас мы уверенными шагами идем к победе, чтобы создать достойное будущее нашим детям и гордость за свою страну. Спасибо. За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, звание Героя Российской Федерации присвоено Харлану Владимиру Ивановичу, главному врачу Олешковской центральной районной больницы, Херсонская область.
За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции и большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, звание Героя Российской Федерации и почетное звание Летчик-космонавт Российской Федерации присвоены Борисову Константину Сергеевичу, космонавту-испытателю. Гребенкину Александру Сергеевичу, космонавту-испытателю. Уважаемый Владимир Владимирович, искренне, из чистого сердца благодарю вас за столь высокую оценку нашей работе. Пилотируемая космонавтика и в целом космическая отрасль – это не только наша гордость, безусловно, но это огромный коллектив единомышленников, настоящих патриотов. Слова благодарности хочу сказать всем рабочим, конструкторам, инженерам, преподавателям, инструкторам, специалистам Центра подготовки космонавтов, врачам. Они настоящие профессионалы. Хотел бы сказать вот что. Благодаря их работе здесь, на Земле, очень большой объем этой работы, мы можем в космосе выполнять все поставленные нашим государством государственные задачи с высоким качеством и, конечно же, во благо нашей России. Самые теплые слова в адрес моих родителей. Благодарен им за воспитание и наставления, которые они мне давали на моем жизненном пути. И, конечно, спасибо большое семье, друзьям за поддержку и моей малой родине, за те возможности, Кузбасс, за те возможности, которые мне были предоставлены. Спасибо. Служу России. Чубу Николаю Александровичу, космонавту-испытателю. Орденом за заслуги перед Отечеством первой степени награжден Кононенко Олег Дмитриевич, Герой Российской Федерации, инструктор-космонавт-испытатель, заместитель начальника Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, командир отряда космонавтов. Уважаемый Владимир Владимирович, огромная благодарность вам за высокую честь, награждение меня орденом за заслуги перед Отечеством. Для меня эта награда не только признание личных моих заслуг, но и знак огромного уважения за труд и усилия тысяч людей ракетно-космической ракетно-космической промышленности, благодаря которым Россия остается ведущей космической державой мира. Горжусь тем, что вношу свой вклад в развитие пилотируемой отечественной космонавтики, выполняя эксперименты и различные технологические работы вне пределов Земли. Буду и впредь с честью выполнять свой долг и работать на благо нашей великой Родине. Служу России. Спасибо, Владимир Ильич. Спасибо. За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие и укрепление обороноспособности страны звание Героя Труда Российской Федерации присвоено Галееву Ринату Гайсеевичу, генеральному директору научно-производственного предприятия «Радиосвязь», Красноярский край.
За особые заслуги в развитии отечественного спорта и олимпийского движения звание Героя труда Российской Федерации присвоено Смирнову Виталию Георгиевичу, почетному президенту Олимпийского комитета России. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые награждаемые, я хотел бы сказать слова благодарности за эту очень высокую награду. Я благодарю своих коллег, тренеров, спортсменов за помощь и поддержку, без которых это не могло бы состояться. Слова особой благодарности, Владимир Владимирович, к вам за то внимание, которые вы всегда оказывали нашему делу, нашей отрасли. Сейчас идет целенаправленная работа на внедрение спорта для повышения здоровья нашего населения, а также повышения престижа на международной спортивной арене. Еще раз спасибо большое. За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу звание Героя труда Российской Федерации присвоено Харитонову Николаю Михайловичу, председателю Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые награжденные, всех поздравляю. Видимо, символически так совпало, историю я хорошо учил. Именно 22 мая указом Президиума Верховного Совета СССР было установлено звание Героя социалистического труда, и отличие было серп и молот. Владимир Владимирович, большое спасибо, что вы восстановили звание Героя труда России в 2013 году. Прекрасно понимаем, сознаем, что труд лежит в основе всех наших побед. И в продолжение той занятости, которую сегодня мы исполняем вместе с депутатами, во-первых, я благодарен председателю парламента Вячеславу Викторовичу Володину, Геннадию Андреевичу Зюганову, всем своим коллегам 8 созывов депутатов Государственной Думы. Мы стояли у истоков восстановления российского парламентаризма. Я считаю, что это награда всех моих коллег, независимо от политических воззрений. Сегодня как никогда мы плечом к плечу, все политические партии, прекрасно понимаем свою ответственность в эту трудную, непростую минуту. Я думаю, что все поставленные непростые вопросы, безусловно, будут решены. Вам, Владимир Владимирович, здоровья, настроения и той энергии, которой можно еще позавидовать. Спасибо. Орденом за заслуги перед Отечеством первой степени награжден Гордеев Алексей Васильевич, заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. За большие заслуги в укреплении Института семьи и воспитании детей звание «Мать-героиня» присвоено Ильяшенко Ирине Валерьевне, матери 11 детей, город Москва. Благодарю вас, Владимир Владимирович, что Россия в нашем с Марией Евгеньевной лице ценит труд, незаметный подвиг и смелость всех многодетных родителей. И благодарю своих родителей, конечно. Спасибо. Ильяшенко Марии Евгеньевне, матери 12 детей, город Москва.
За большой вклад в реализацию общегосударственных задач, укрепление духовных традиций, заслуги в области здравоохранения, образования, культуры и многолетнюю добросовестную работу орденом за заслуги перед Отечеством второй степени награждены митрополит Калужский и Боровский Климент, епархиальный архиерей Калужской епархии Русской Православной Церкви. Дорогой Владимир Владимирович, я хотел бы поблагодарить вас за эту высокую награду, поздравить с праздником. Сегодня день памяти святителя Николая. И еще мы продолжаем пасхальные дни. Христос воскресе. Помощи Божией пожелать вам и выразить особую благодарность за то, что вы сохраняете наше Отечество, защищаете его, защищаете русскую традиционную культуру, русскую духовность, русский язык. И обращаете свое слово особенно к молодежи. Мы недавно отметили 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Это хороший урок для наших молодых россиян и тех, кто живет за пределами России и относится к русскому миру. Помнить подвиг наших отцов, дедов, прадедов для них. Учиться любить, защищать Родину, любить свою культуру, любить те духовные основы, которые лежат в основе нашей государственности и всей нашей жизни. Спасибо. Христос воскресе! Медшин Ильсур Раисович, мэр города Казани, Республика Татарстан. Уважаемый президент, уважаемое высокое собрание, разделяя высокую честь высокой государственной награды со своими трудолюбимыми жителями Казани, моими учителями, моими коллегами и любимой семьей, позвольте, уважаемый Владимир Владимирович, высказать слова благодарности от глав муниципальных образований, особенно первого созыва, и вспомнить конец 90-х. Мне было 28 лет, когда я возглавил родной Нижнекамск. В то время неплатежей пенсий, зарплат, стояли заводы, огромный клубок проблем ЖКХ, и вот в это время вы возглавили страну. Вы с нами всегда встречались, после каждой такой встречи появлялись инструменты для работы с людьми, и судьбоносная программа капитального ремонта жилого фонда, которая позволила, например, в Казани отремонтировать 80% жилого фонда, национальные проекты, которые позволили нам не только капитально ремонтировать социальную сферу, но главное строить шикарные школы новые, новые дороги, новые учреждения культуры, спорта. И эти изменения коснулись не только городов. Мои родители живут за 200 километров от Казани в деревне Шингальчи, и туда пришел капитальный ремонт и в школу, и в детский сад, и на улице. И маме велел передать отдельный поклон, что я с удовольствием делаю. Слова благодарности за то доверие, которое мы получили, проведя саммит глав БРИКС. Это выдающее событие. И та гордость, которую мы испытали, мы опять держава, мы увидели огромный авторитет ваш и нашей страны, когда встречали все этих глав государств. При поддержке Министерства иностранных дел мы создали ассоциацию городов БРИКС, куда вошли сотни городов, муниципалитетов. Мы активно работаем в интересах наших жителей. И вот я с удовольствием передаю слова и надежды, и большой поддержки моих коллег, зарубежных мэров, и пожелания успеха вам в установлении более справедливого многополярного мира и достижения целей долгосрочного мира. Пусть Всевышний в этом поможет. Служу России. Чисов Валерий Иванович, академик Российской академии наук,
советник Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена. Уважаемый Владимир Владимирович, я думаю, что здесь все собрались очень заслуженные лица. Я не буду говорить о достижениях своих. 16 лет тому назад вы здесь мне вручали орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени. И тогда в своем благодарственном слове я пожелал вам не быть онкологическим пациентом. И вы тогда согласились, сказали, да, согласен с тобой. Вот сейчас, продолжая эту традицию, я хочу пожелать вам крепчайшего здоровья, потому что та нагрузка, которая на вас лежит, мне как врачу и человеку даже удивительно, как это все вами переносится. И я думаю, что здесь не мирская помощь нужна вам, а помощь Бога. И я думаю, что Бог оказывает вам помощь. Да хранит Господь Бог вас во благо нашего народа, нашего государства. Орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени награждена Симоньян Маргарита Симоновна, главный редактор телеканала Russia Today. Спасибо. Всегда неловко получать высокую награду. Тем более сегодня в одной команде, как вы сказали, вот с девушкой, которая накрыла собой бойца. Представляете, медик и спасла его. С космонавтами, которые провели больше года на орбите, даже представить себе невозможно. И поэтому я бы хотела разделить эту награду с миллионами своих сограждан, которые не были пока еще в этом зале, но трудятся с не меньшей отдачей, с не меньшим усердием и с не меньшим патриотизмом. И уверена, когда-нибудь в этом зале окажутся. А вам, Владимир Владимирович, в очередной раз хотела сказать спасибо за эту великую честь, за эту неизбывную радость служить своей Родине, за эту возможность. Служу России. Орденом за доблестный труд награжден Евтеев Геннадий Владимирович, токарь Казанского завода компрессорного машиностроения, Республика Татарстан. Орденом Александра Невского награждены Левыкин Алексей Константинович, генеральный директор Государственного исторического музея. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые торжественные собрания, я сегодня испытываю особую честь быть награжденной высокой наградой Российской Федерации. Кстати, наградой, которой в эти дни исполняется 300 лет своего существования. Но прежде всего я оцениваю эту награду как высокую оценку труда коллектива Государственного исторического музея, который вот уже более 150 лет выполняет свою главную миссию. Способствует самоутверждению российскому сознанию и способствует самоутверждению российского самопонимания. Это было определено его отцами-основателями, среди которых был в том числе и император Александр III.
История – наука о прошлом, но история определяет и наше настоящее, и наше будущее. Сейчас мы с прискорбием наблюдаем, как фальсификация многих исторических событий и многих фактически исторических фактов становится основой политики многих государств и многих враждебных нам идеологий. Поэтому особое значение приобретает историческое просвещение. И я хотел бы отметить, что долгое время оно не находилось в фокусе внимания государства. И благодаря указу, Владимир Владимирович, вашему, который вы подписали год назад, это стало в том числе и основой нашей национальной политики. Хочу заверить вас, Владимир Владимирович, о том, что коллектив Государственного исторического музея будет так же, как и в течение 150 лет, выполнять свою главную функцию, сохраняя наше историческое и культурное наследие. И, пользуясь случаем, хочу обратиться к вам с просьбой найти в вашем плотном графике хоть немножко времени, посетить исторический музей и ознакомиться с его коллекциями и экспозицией. Служу Отечеству! Филимонов Юрий Ильич, заслуженный тренер России, директор Центра боевых искусств, Вологодская область. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые господа, я, конечно, сегодня горд, рад и счастлив. И хочу сказать, что эта высокая оценка моей профессиональной и общественной деятельности, она, конечно, разделяется со многими моими соратниками, сподвижниками, коллегами, мастерами боевых искусств. И, пользуясь случаем, позволю себе от огромной команды российских тренеров и спортсменов выразить вам искреннюю благодарность за мощную поддержку, которую вы оказываете развитию спорта и особенно спортивных единоборств в нашей стране. Да, этот год, 2025, объявлен годом защитника Отечества. И смею сказать, что тренеры-единоборцы вносят существенную лепту в укрепление нашей державы, воспитывая поколение за поколением классных спортсменов и просто крепких российских парней, которые и сейчас защищают нашу Родину там, на линии боевого соприкосновения, защищая рубежи нашего Отечества. У нас есть такой лозунг: боевые искусства – это путь к победам в нашей жизни. Мы ни на секунду не сомневаемся в нашей главной победе. Мы делаем все возможное от нас для того, чтобы приблизить эту победу. Мы стремимся к победе, а значит, мы стремимся к миру, чтобы, как во все времена, гордо, с флагом Российской Федерации и с гимном российским на международных соревнованиях всегда всем доказывать, что наши бойцы лучшие не только на поле боя, но и на мирных спортивных аренах, на рингах и татами мирного мира. Благодарю вас, Владимир Владимирович, за ту, еще раз скажу, огромную поддержку, которую вы оказываете развитию спорта и спортивных единоборств. Горд, рад и счастлив служить Отечеству. Спасибо. Орденом почета награждены Майровская Галина Васильевна, президент Российской академии музыки имени Гнесиных. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги,
Я хочу сказать, что в нашей стране функционирует уникальная система художественного образования, аналогов которой нет нигде в мире. Эта система создавалась 2 столетия назад выдающимися музыкантами, просветителями, среди которых была и Елена Фабиановна Гнесиных, основательница нашего учебного заведения Российской академии музыки имени Гнесиных. Эта система отличается тем, что талантливому ребенку, талантливому молодому человеку предоставляется возможность осваивать свою профессию на протяжении всех этапов обучения – школа, училище, вуз. И, конечно, самым главным звеном в этой цепочке является детская школа искусств. Уважаемый Владимир Владимирович, от нашего всего профессионального сообщества огромное вам спасибо за ту поддержку, которую вы оказываете нашему художественному образованию, детским школам искусств, творческим вузам. Я хочу сказать, что неоднократно на Совете по культуре под вашим руководством рассматривались очень сложные вопросы функционирования детских школ искусств. И всегда ваши поручения способствовали сохранению и развитию нашей уникальной системы. Огромное вам спасибо. И еще хотела бы я сказать вам спасибо уже за Гнесинку. В 23-м году вы подписали указ о праздновании 150-летия со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиных. 24-й год у нас был юбилейный год. В этом же указе было выделено особой строчкой назначение персональной стипендии Елены Фабиановны Гнесиной талантливым студентам музыкальных вузов нашей страны. Этот год мы провели успешно, и 24-й. По всей стране проводились конкурсы, фестивали, смотры, поддержки, мастер-классы. И за это вам огромное-огромное спасибо. Елена Фабиановна – это та личность, которая, естественно, заслуживает уважения всего нашего государства. И еще я хотела бы сказать спасибо педагогическому коллективу Академии Гнесиных. Это уникальный коллектив. Выпустив из своих стен выдающихся музыкантов, которые прославляют нашу страну. Имена многих из них известны по всем мире, и не только в нашей стране. Вот сегодняшняя награда – это, я считаю, что награда замечательного педагогического коллектива Российской академии музыки имени Гнесиных. Спасибо вам большое. Мелентьев Сергей Николаевич, водитель-испытатель боевых и специальных машин научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» имени Дзержинского, Свердловская область. Знаком отличия за наставничество награжден Зюзин Александр Георгиевич, учитель и наставник участника специальной военной операции майора Ефимова Алексея Витальевича, Костромская область. Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня, находясь в этом зале, я думаю, что родители на небесах улыбнулись бы и, наверное, порадовались за этот день, и я горд, что я нахожусь в этом зале. Но я, оценивая сегодняшнюю награду, оцениваю ее как труд большого количества педагогов, с которыми я работаю, потому что учеников воспитывает не один человек, а целые коллективы. И, в общем-то, это, наверное, все педагоги страны сейчас работают над тем, чтобы воспитать то поколение, которое защитит нашу страну и сделает ее великой. Честь имею. Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено Култышеву Мирославу Винаевичу, пианисту, доценту кафедры Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы выразить самую сердечную благодарность вам за то внимание, ту поддержку, которую вы оказываете
культуре, искусству и конкретно музыкально-исполнительскому искусству, которое мы все ощущаем. Спасибо вам большое, благодарю. Милюкову Павлу Сергеевичу, скрипачу, преподавателю кафедры Московской государственной консерватории имени Чайковского. Уважаемый Владимир Владимирович, друзья, коллеги, поздравляю всех награжденных и благодарю за столь высокую оценку моей деятельности. Также хочу выразить искреннюю благодарность всем тем, без кого эта награда была бы недостижима. Это моя семья, мои учителя, Татьяна Аркадьевна Шевцова, Владимир Иванов и Борис Кушнир. А также Московская филармония в лице Шалашова Алексея Алексеевича и, конечно, Санкт-Петербургский дом музыки в лице Ралдугина Сергея Павловича. Весомый вклад каждого из них невозможно переоценить. Я буду ощущать всю свою жизнь эту силу, душу и веру. Все, благодарю чему и стечению счастливых обстоятельств я мог учиться творить и созидать, становясь тем, кто есть сейчас. Я бы хотел, чтобы моя профессия, в которой помимо артистов многие становятся учителями и преподавателями, на всех ее уровнях вертикали образования была достойной и престижной, ведь учитель – это так важно. Обещаю сделать все, что в моих силах на пути становления или возрождения педагогики и творческих специальностей одними из самых востребованных, нужных, а главное престижных в глазах всего общества профессий. Спасибо за внимание. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Станаевичу Углише, главному врачу Курского онкологического научно-клинического центра имени Островерхова. Уважаемый Владимир Владимирович, знаете, я родился не в России, я родился в бывшей Югославии, теперь это территория Республики Сербской, а сейчас живу и работаю в Курской области. И, честно говоря, было бы крайне сложно сказать, в какой части страны или в какой части мира к вам с большей любовью, с большим уважением и с большей благодарностью относится. И сейчас, как наверное, гражданин России, страны возможностей и житель Курской области, хотел бы выразить огромную благодарность вам за все то, что вы делаете, за неиссякаемую любовь к людям, за бескомпромиссную борьбу со злом. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, вот только что, выступая здесь, один из награжденных, представитель Русской Православной Церкви, как мы с любовью и в то же время с уважением говорим «батюшка», сказал очень важные слова. Сказал о том, что важно очень любить Отечество, учиться любить Родину и учить других ее любить. Прежде всего, учить любить Родину молодых людей. Но самый лучший способ, самый лучший метод, самый лучший инструмент, чему бы это ни было учить других, это личный пример. И вот такой личный пример подаете вы. За это вам огромное спасибо. Поздравляю вас с наградами Родины.